Утро доброе, друзья! Итак, сегодня 4-й этап. 141 километр, 3200 набора, и все это идет в зачет. Все идет в зачет, то есть не будет такого, что 100 километров мы проехали, а потом курим трубку. Будет такое, что нужно ехать все 140 интенсивно. Ситуация какая? Мы сейчас на 7-й позиции. Вчера мы отыграли одну позицию. Начинали 9-й, потом стали 8-е, потом стали вот 7-е. И до 6-й позиции нам 8 минут. Будем пытаться сегодня отыгрывать, если все хорошо пойдет. Ну а так, доехать, чувствовать себя хорошо, не сдохнуть. Лех, давайте я сначала скажу свою оценку сегодняшнего дня. Мордочка у меня сегодня, я бы сказал, нормальная, с небольшой улыбочкой. И давайте спросим у Лехи, как его мордочка. Моя мордочка нормальная, с небольшой грустинкой. Да? Ну, настолько? Что-то я не понимаю, как я себя чувствую. Настроение какое-то у меня не боевое. Ну ничего, мы начнем биться, показывать свой класс именно сегодня. А еще мы должны передать привет Тамаре из Валенсии. Тамаре из Валенсии. Давай вдвоем. Тамара из Валенсии. Привет. Привет тебе от нас. Спасибо, что смотришь наше видео. Мы обнимаем тебя. И желаем хорошего дня. Мы с Лехой опять стартуем с самого конца. Потому что мы думаем, что именно так идет время отсчет. Сейчас вот сюда, потом чуть левее, и там начало. 18 километров будет вниз, поэтому мы успеем переложиться на начало группы. А сейчас мы пока 30 секунд до старта. 30. 4-й, самый тяжелый этап. Мы готовы, Лёх? Нет. Мы готовы. Нет, давай еще раз. Мы готовы. Мы готовы. Ты готов, брат? Я готов. And its fourth stage of Tour de Canada is opened. Allein Nummer 5. Hier sehen wir uns in Postano. А? Брат, почти минута. Брат, вот мы минуту у них и выиграли. И вот переехали. And these transition, the road is getting. Good morning. Good morning. Первая гора. Леха чуть сзади. Но я его вижу. Сегодня он хорошо крутит с гору. Я вот подсел за группой. Еду за ними, в принципе, достаточно легко. Сейчас еще
выполаживание всего 3% градиент. Так что скрываемся, пытаемся экономиться по максимуму, как только можно. «28 километров. Ждем Леху. Где-то он подотстал. Я даже со спуска он меня не догнал. Почему? Понял. Вижу. Вижу, почему, брат. Брат, из-под руки надо, чтобы я снимаю. Вот так. Хорош. А, мой брат, смотри, и нам S-Works и по имени. Пять километров до конца горы. Алекс is no good. Скинь цепь. С этой стороны. Тоже не затянули. Поэтому она слетает. Короче, мне нельзя, блядь, заниматься ничем. Сука, блядь, дома сидеть. Давай посмотреть. Ну все, затянул уже, мне кажется. Достаточно. Давай. Подожди. Вот 11-е. Спасибо, блядь. Нет. Другой пощелкай. Да щелкаю, брат. Что за залупа? Нет, вот это щелкай, другой, вот это, вот тут щелкай. Нет. Ёбаный стыд, блядь. Не ту щелкаем. Подожди.
Нет. Будь полу, Подожди, сука. покрути, пожалуйста. В общем, мы с Лехой продолжаем нашу гонку, несмотря ни на что. У Лехи, значит, сегодня что было? Слетала цепь 2 раза или 3. Сейчас у него цепь слетела из, как это называется, из лапки переключателя. Вылетела. Вроде мы это пофиксили. Но также мы заметили у Лехи хорошую трещину на перье. И, следовательно, ехать дальше с горы на скорости 80 небезопасно. Поэтому мы просто немножко едем вперед. А машина сопровождения, скорее всего, попробует предоставить нам экстра байк для Лехи. И, возможно, мы его возьмем, чтобы мы финишировали. Вот, но ехать так небезопасно, поэтому мы будем ехать сейчас спокойно. На сегодня наша борьба за позиции за 8 минут, за 9 минут окончена явно. Едем, просто доезжаем. Небольшой кофе-райд. Когда нам предоставят велосипед, неизвестно. Сейчас пока 27 километров подъема. Мы решили, что в подъем мы поедем пока на Лехином велосипеде. Если он отрыгнет, то будем уже стоять. Если не отрыгнет, то наверху подождем. Там будет питание, пункт. И мы там подождем наш сменный велик. Лех, брат, какие-то хочешь слова сказать? Ты можешь ничего не говорить. Леха говорить ничего не хочет. Я, в принципе, его поддерживаю. Никакого осуждения. Но это для истории. Этот все равно YouTube-канал. Он создан для того, чтобы помнить какие-то моменты. И вот мы запомним 4-й этап. Леха его запомнит, я его запомню. А? 4-го этапа. Кто-то потихонечку натребовал. Это запикнуть. А на 4-м этапе кто-то сегодня шутил. Что Лехи решил 5-го выбрать. Пошутили с ребятами, точно, да? За шестерку. За шестерку можно было новый взять в первый же день. Ой. Не смешно, а грустно. Короче, едем. Все нас обогнали. 6-ка, 11-е. Мы причем везли им точно, ну, минут 5-7 мы им точно везли 11-м. 6-ка была прям за нами. Да. Так что такие дела. Price for the bike is 80 euros per day. Okay. Yeah. We make a short notice on the Okay. yeah. Okay. You don't have any tools for the pedals or No, I don't have. Как это, как ремка на Олимпийских играх. О, BMC. Брат, ничего себе. So we have to change your pedals from your bike to this Yeah. bike and the transponder Yeah. and the number. We can go. Well, side. maybe I can change the wheels. So this is aluminium. No? Лех, брат, Новый велосипед. new bike. Поправь сверху. Ну что ты, Лех, Поехали. на чем едешь? На BMC. BMC. Хорош. Все организовали, все сделали. Едем, едем! Соседнее село с Лехой. Брат, замечательно. Прям он катит и всего. Ну что, брат? Вот теперь 500 ватт выдаем, брат.
Всего лишь 2 часа по 500 ватт. Держим и не так много проиграем. А у нас еще, я тебе напоминаю, не доедет наш багаж до дома. Ну что, началась гора. Вторая на сегодня 27 километров. Средний градиент что-то там 4 или 5. Пока тяжело. Пока тяжело. Леха на новом велике. Я на старом гелике. Работаем, делаем, что можем сегодня. Ой. Долго стояли. Ну, посмотрим. Градиент 17 нарисован. 17. Немало. Ай. On your right. Четыре часа ровно. Катаем 4 часа ровно. 97 километров. 100 метров. Четыре часа это без учета остановки. Еще была остановка. Я думаю, что на час точно. Ух! Вон туда наверх. Вон туда. Смотрите, какие виды. Кабанчик залетает.
Прощай, гора. Пасо ди Граппа. Прощай. Мы заехали. Общий набор сейчас 2870. И мы начинаем ехать вниз. Спасибо, гора, что дала нам поработать. Вот тебе и спринт. Давай, брат, давай. Брат, не сможем. О мой бог. Ну, полегче, брат, не надо, не надо. Ну и вот финиш. Там было написано? Tenemos una competición que nunca te puedo dejar pasar. ¡Y ahí vamos! ¡Las España! ¡Las España! Und wir freuen uns auf die Gesamtführenden, die heute auf die Etappe klar machen konnten. Aus Deutschland Christian Groß, Alexander Jung.
Утро доброе, брат. Не очень доброе, если честно. Не спали ночь. Хотелось бы по вчерашнему дню комменты, оценки, цифры, мордочки. Если честно, комментариев нет. Мордочка, какашка грустная. Вот. Короче, грустно на самом деле очень, что так все получилось. Вот, и поначалу на самом деле задизморалила вся эта ситуация. Но сейчас вроде бы как бы уже отошел. Оценка по тяжести моя, наверное, 7-8. И, кстати, ну, передачи реально решают. То есть первую гору мы поехали, и я прямо ощутил прям колоссальную разницу. Вот. Ты кричал, что ты мертв. Ну, я умер в середине, но я думаю, что меня... Thank you. Да. Thank you. Меня перекрыла жара, я думаю, что. Мне просто в какой-то момент на первой горе стало просто физически плохо, мне что-то затошнило. А с точки зрения усилия вроде в целом норм. Вот, но вторая гора, конечно, подубила. То есть я там уже как бы из последних сил крутил, и под конец как бы уже все подох. Поэтому, наверное, как-то так. Наверное, мордочка чуть грустная все-таки, потому что что-то я подустал. Вот. И вот мой велосипед новый, кстати. Смотри, на колеса на каких топовых. Да, да. А теперь я. Так, друзья, а теперь я расскажу про вчерашний день. Конечно же, у многих будет вопрос. Как я отнесся к тому, что у Лехи такие проблемы с велосипедом? Ну, как я отнес? Я это принял, и я не злился на Леху, потому что Леха здесь вообще никак не виноват. Леха делает все, что он может, и в каждый момент он вообще молодец. Я, если честно, горжусь Лехой. Напишите ему, накидайте ему в комменты по поддержке, потому что Леха реально вчера задизморалился. Вот, но Леха делает все, что он может, все, что от него зависит, и пытается... Короче, мы работаем реально как вот команда. И, конечно же, команда не может оставлять одного из своих членов просто в плохой ситуации. Поэтому, конечно же, я старался, как я мог, помогать Лехе, поддерживать его. Но парень все равно задизморалился. Ну, как я оцениваю вчерашнюю гонку для себя? Под конец, вот мы выехали с вот этих вот серпантина, выехали на прямую дорогу. Я понял, что это прямая дорога, это такое шоссе, полушоссе какое-то. Я понял, что здесь нужно поработать, чтобы чуть улучшить наши показатели. Потому что я знал, что на этом шоссе по-любому все собирались в группы, ехали друг за другом, и они точно ехали быстро. Поэтому надо было поработать. Я так принял решение. Поэтому мне пришлось поработать, и мы с Лехой работали, на сменке выходили. 11 километров, вот последние, я прям сильно работал, и вот 11 километров я бы оценил как на 7, на 8, я бы так сказал. На 8, ну на 8 бы точно я оценил. Но общую гонку у нас был, ну вот такой час мы сидели, час 10 мы сидели. Кстати, сейчас расскажу, как мы прошли. И если бы мы не проиграли, тоже сейчас это расскажу. Значит, час 10 мы сидели. Первая горка у меня зашла нормально. Спуски очень плохо еду. То есть вот спуск первый, спуск второй. Прям плохо было для меня. Точно там проигрывал много времени. Спуски были опасные, техничные. А у меня с техникой не очень. Вот, но в общем, я бы оценил, наверное, мордочку чуть минус. Чуть немножко расстроенную. Потому что вот устал под конец. И вот этот вот набор в конце, вот этот вот финишный, он прям вообще выбивает. Мы еще по такой жаре, вот потому что мы час сидели, мы на жару прям попали и наверх на жаре ехали. Короче, это было тяжеловато. Жара больше всего бьет. А по общим усилиям от этой гонки, наверное, я 7 поставлю. Потому что было непросто, в конце особенно. 8, может быть, даже 9 я работал. Вот так. Сейчас давайте мы с Лехой расскажем, как мы, если бы проехали сами вот наше время движения, если бы мы это использовали и сколько бы мы выиграли или проиграли относительно наших конкурентов. Так, значит, друзья, мы с Лехой делали вчера анализ того, за сколько мы проехали. Время в движении у нас 5.32 или 5.33. Время в движении. То есть в движении не учитывается вот это вот несколько минут на пункте питания, но мы проезжали первый пункт питания. Ты вообще останавливался на первом? Ну, на минуту.
А, ну да, ты останавливался. Ну там налить воды, да. И потом... Ну потом мы все равно догнали. То есть... как бы немного времени потратили. Давайте 2 минуты еще плюсанем здесь. И на втором, может быть, минуты 3. Ну, 5 минут. Ну, да, не, я бы плюсанул 3 максимум, вот в общем. Я бы плюсанул 3. Значит, время движения 5.33. Наши соперники, отец с сыном, 6-е номера, проехали за 5.38. Thank you. Thank you. Они проехали за 5.38, то есть мы как будто у них выиграли время в движении 5 минут, а наши соперники номер 11, которые нас выигрывали на 9 минут, на 8 минут до этого этапа, проехали за 5.45, то есть мы у них выиграли как будто 12 минут чистого времени гонки. Я говорил, что они достаточно слабы в подъем, но они точно все едут лучше со спуска, потому что шестерка меня обогнала, отец с сыном. Так что где-то вот так. Но получается, что мы могли бы выйти на 6-ю позицию, но, к сожалению, мы на нее не вышли. И получается, что мы сейчас проигрываем, потому что мы 1:10 в итоге стояли. Ждали велосипед. Вот мы где-то час мы проигрываем одним, и 1:08 там что-то, или 1:07 мы проигрываем другим. Мы опять опустились на 9-ю позицию, с которой мы, в принципе, и начали. До 8-й позиции у нас 40 минут нас разделяет. Так что будем пытаться за эти дни отыграть эти 40 минут. Ну и будем биться до конца, потому что у всех может случиться что-то непредвиденное, что-то неожиданное. Могут быть какие-то проблемы, в завал могут попасть, чего мы не желаем, конечно же, никому. Будем биться до конца. Сегодня постараемся что-то отыграть. Будем работать, как мы можем. Да? Да. Ну и все. Давайте мы сейчас завтракаем и едем на старт. Времени не очень много. Юркин, комментарии по вчерашнему дню. Вчера все хорошо прошло. Было, конечно, жарко. 140 километров, да, или что-то такое мы проехали. Последний спуск ужасный был. Эти серпантины просто достали, укачали под конец. Но в целом понравилось то, что контрольное время отсекается на финише, а не где-то там везде на гвозде. Вот, это удобнее планировать получается. Сегодня тоже до самого конца ехать. Да, это хорошо, потому что не надо в голове держать эти цифры все странные. Вот. Ну и надеюсь, сегодня по такой жаре у нас сегодня 100 километров будет не менее замечательно, чем вчера. Хорош.